Всем уже доброго утра, поскольку уже 5 утра, даже 10 минут шестого. Но перед тем, как немножко отдохнуть, я решила вам подарить ритуал, о котором обещала. Итак, защита дома на замок. Дорогие друзья, я уже вам говорила о том, что с замками нужно быть осторожнее. Выносить открытый замок, делая какой-то ритуал нелепый, вы привлечете в свой дом грабителей, суд, тюрьму, разорение и прочее, прочее. Поэтому не вздумайте делать на замки и ключи определенные ритуалы, не зная их сути, если вы хоть чуть-чуть сомневаетесь. Итак, этот ритуал закроет ваш дом от всех, от власть имущих, от ненужных людей, в конце концов, от коллекторов, если они вас мучают, от плохих соседей, от ненужных друзей, от собутыльников мужа, если они такие есть, да, и вы не хотите их видеть здесь, от не очень хороших друзей и компаний вашего ребенка, которые вы хотите как-то, скажем так, культурно отсечь отсюда, но не знаете, как это сделать. Так вот, этот ритуал вам в этом всем поможет. Вам нужен замочек маленький с ключом. Вам нужно благовоние. Вам нужна черная ткань, рюмка водки, 7 свечей, можно восковых. Ну, то есть имею в виду любых восковых свечей. 3 свечи по одну сторону, 3 по другую и 1 свечу сверху. Благовоние обязательно и водка в том числе. У меня конусообразные благовония, они очень удобно зажигаются, но если у вас такого нет, вы можете взять любое благовоние. Постарайтесь найти благовоние, здесь важно. Но если не найдете, конечно, он у вас получится процентов на 70. Потому что если вы призываете эту силу вам помочь, вы должны благодарить эту силу, вы должны преподнести нужный, достойный алтарь для этой силы. Я еще раз говорю и повторяюсь, что просто так силы вам ничего не дадут. Просто так, ни за что, ни про что, ничего не делая, ничего не растрачивая, вам ничего не будет. Поэтому, если вы обращаетесь к потусторонним силам, к верховным силам, не высшим, а верховным. Есть верховные силы, есть чуть средние, есть нижние силы и так далее. То вы будете готовы тоже благодарить. После ритуала рюмка водки на подоконник, свечи до конца, до последней, вот сколько есть там, они должны догореть. На следующий день огарки свечей выносим под дерево. Нужно положить туда монет столько, сколько вам лично лет, вы провели этот ритуал. Опять же, там пятаки можно столько же, да, можно 10 рублей, медные деньги. Ну, лучше 10 рублей я рекомендую. Рубли, 2 рубля не очень желательно. Желательно вот 5 или десятки. Ложите вместе с огарками под дерево и говорите: откупаюсь за защиту своего дома. Отвернулись и ушли. Замок с ключом храните в разных местах, но так, чтобы никто не открыл. Если откроет кто-нибудь или что-нибудь с замком случится, там разобьют или заберут, не знаю, значит, вам придется ритуал повторить. Итак, начнем. Благовоние, водка, 7 свечей. Камни я просто ставлю, они усиливают ритуалы, так что вам это не обязательно. Итак, я обращаюсь к силам Вселенной, прошу их о помощи для защиты своего дома. Я с помощью сил вселенских и с этим замком закрываю свой дом и имущество от воров, от разорения, от супостатов, от лихого глаза, от порчи и от сглаза, от пожара и затопления. Закрываю свой дом от властей и власть имущих, от сплетников вездесущих, от сил смерти, боль несущих. От всех я свой дом и имущество закрываю, этим замком защищаю
7 свечей зажигаю, на 7 замков закрываю свой дом. Замком этим защищаю, зло за порог не пускаю, на порог не пускаю, заклинаю, заклинаю, заклинаю. Извиняюсь, немножко с ошибками плохо видно. Хотя я это 100 раз делала, но все равно ошибаюсь, бывает такое. Читаете 7 раз, я еще раз прочту, вы читаете 7 раз. Я обращаюсь к силам Вселенной, прошу их о помощи для защиты своего дома. Я с помощью сил вселенских и с этим замком закрываю свой дом и имущество от воров, от разорения, от супостатов, от лихого глаза, от порчи и от сглаза, от пожара и затопления. Закрываю свой дом от властей и власть имущих, от сплетников вездесущих, от сил смерти и боль несущих, от всех я свой дом и имущество закрываю, этим замком защищаю, 7 свечей зажигаю, на 7 замков закрываю свой дом, этим замком защищаю, зло на порог не пускаю, заклинаю, заклинаю, заклинаю. Сейчас я поставлю секунду на паузу, закрою замок и далее скажу, что делать. Итак, закрываете замок, вытаскиваете ключ, прячете в разных местах, чтобы никто не нашел и не открыл. Вот этот замок вам поможет и закроет ваш дом от всего того, что я перечислила, собственно говоря. Свечи оставляйте догореть. До конца они должны догореть. С огарками свечей я уже сказала, как поступать. Рюмку водки берете, ставите на подоконник. Вот здесь уже, видите, сколько уже поставлено разных ритуалов на подоконник. И после этого вы сами посмотрите, как из вашего дома отсеются те люди, которые вам неприятны. Всем удачи!